Всем привет! В этом видео я расскажу про обновленный инструмент у Косина. Изначально в своем первом видео я продемонстрировал возможность создания дополнительных надстроек от меню настройки оболочки. И в частности я добавил функцию Косину. Она больше демонстрировала возможности, то есть тот факт, что мы можем добавить какие-то свои функции вот в эту панель. И по сути своей она представляла перевернутую стойку с нужным нам сечением. Сейчас я решил этот инструмент доработать до максимальной автоматизации. И в результате у меня получился вот такой вот инструмент. Давайте рассмотрим его на примере 3 стен. Вот у нас обычная каркасная стена без ригеля длиной 6 метров. Далее уже 8 метров и 10 метров. Значит, в первой стене у нас не будет ригеля, во второй уже есть ригель, а в третьей стене у нас есть оконный и дверной проемы и ригель. И давайте посмотрим на работу обновленного инструмента. Итак, выберем какой-то элемент нашей оболочки и нажмем на косину. Вот мы видим, что у нас автоматически создались две укосины. У них уже вырезаны все пазы, то есть они уже врезаны в нашу конструкцию. Имеют угол 52-45. Ну и в целом они более-менее уже хорошо расположены. То есть их, в принципе, можно так и оставить. Давайте на примере следующей стены. Опять же выбираем какой-то элемент, укосина. И вот мы видим следующий результат. Опять же, сформированные укосины. Уже под ригель в данном случае. 52 градуса. Тоже врезанные все. То есть здесь окончание врезка идет, подрезка под стойку и под ригель. И также здесь. И давайте третий вариант. Нажимаем. Вот так вот это все выглядит у нас. Изначально разработчики сделали какой-то функционал для плагина. Но главное, что они сделали, это возможность сильно редактировать и добавлять свои варианты для каркаса, для расположения, возможность всякие скрипты писать и так далее. Если вы хотите ускорить свою работу, то одного перехода на Archiframe будет мало, потому что не везде есть ускорение. То есть, да, построение каркаса есть, но опять же там есть свои нюансы. И в изначальном варианте существенного ускорения вы не получите. Я же предлагаю вам какие-то уже готовые решения, которые вас ускорят гораздо больше. Либо вы делаете даже те же косины, либо вы их вручную делаете, куча работы, либо вы просто нажимаете пару кликов, все, вот у вас все готово. И также это со многими другими элементами вместе все это дает просто нереальное ускорение и удобство. И, собственно, и комфорт также. То есть у вас будет и визуально красивый проект, и быстро все это будет, и функционально. Я уже сам этот инструмент придумал, уже использовал в действии. И могу сказать, что все-таки, конечно, с ним работать гораздо приятнее, чем вручную эти косины делать. Что вы буквально нажимаете пару кликов, и все это формируется, и не надо, как обычно, эти косины вручную делать.
а они, как правило, очень часто выставляются. Поэтому, если вы хотите существенно улучшить и скорость, и качество проектирования, и удобство работы, то обязательно приходите на страницу курса, покупайте его. Если вас интересует не просто какие-то готовые решения, но и какие-то свои правки и добавление своих инструментов в исходный функционал архифрейма, то берите сразу про курс. Там уже я буду рассказывать подробно, как вот эти вот инструменты формируются, как их настроить под себя и как можно сделать свои. То есть, условно, у вас возникает какая-то идея, вы также можете, как я, создать вот такой вот инструмент. И только так вы сможете полностью раскрыть потенциал этого плагина, потому что многие его недооценивают. И если сравнивать его изначальный вариант с другими решениями на рынке, то, естественно, это не настолько, ну, она не столько существенна в пользу архифрейма. Но вот если вы его подделаете под себя, и возможность редактирования, и архикада, и самого плагина, она просто, ну, делает огромную разницу по сравнению со всем другим. Поэтому берите курс, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, комментируйте. Впереди еще будут различные нововведения и настройки, которые я эксклюзивно делаю для курса. Более подробно про функционал и настройку этих укосин я расскажу на своем курсе Archiframe под ключ. Этот инструмент выйдет вместе с обновлением номер 3. Поэтому следите за новостями. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.